Всем привет! Сегодня 20 декабря, с вами Руслан Левиев, и это предпоследняя сводка в этом году. Начнем с северского направления. Российские войска вышли к берегу реки Бахмутка на протяжении всей ее длины, продвинувшись в районе Дроновки, самого Северска и Звановки. Северск близок к полному захвату. Российские штурмовики закрепились в его правобережной, то есть западной части. Сообщается об усилении российских атак на направлении бывшего Добропольского прорыва, в районе таких поселков, как Софиевка, Шахово, Панковка и Маяк. Ситуация в районе Покровска и Мирнограда особо не поменялась. И мне кажется, если приказ украинского командования на отход с этих позиций так и не поступит, то мы плюс-минус с тем же раскладом по Покровску войдем в 26 год. На Покровском направлении перебросили дополнительные силы российских десантников, но они в основном пытаются пробиться в сторону поселка Гришино, вместо того, чтобы дозакрыть ситуацию по Покровску. При этом атаки в сторону Гришино тоже пока успеха не принесли. Мы видели на прошлой неделе эти странные вылазки целыми колоннами квадроциклов и мотоциклов, которые были разбиты. А вот на этой неделе украинская сторона публиковала кадры удара беспилотников по российским штурмовикам на южных окраинах поселка. Я не могу залезть в голову к российскому командованию, но мне кажется, они тут попадают в ловушку своих же заявлений. С точки зрения тактической ситуации на передовой, было бы логичнее отправить десантников закрепляться в Покровске и Мирнограде. И уже только потом пытаться пробиваться дальше на запад. Но ведь официально Покровск уже взят, о чем и Путин в очередной раз сказал вчера на прямой линии. Как же ты пошлешь десантников закрепляться в уже взятом городе? К слову, на той же прямой линии Путин заявил, что находящийся на соседнем направлении Константиновка уже наполовину захвачен. В действительности, мы же по-прежнему видим, как российские штурмовики топчутся на южных окраинах города. Да и на этой неделе им стало заметно сложнее, потому что погода прояснилась на этом направлении. Плюс нет листвы на деревьях. Так что беспилотники работают вовсю. В Днепропетровской области, наоборот, все еще стоят туманы, и российские войска осуществляют новые механизированные атаки в районе поселка Новопавловка. Однако теперь украинские войска активнее применяют беспилотники с тепловизорами, на которые туман не влияет, которые позволяют работать даже в условиях ограниченной видимости. Пожалуй, самое заметное изменение линии фронта касается Запорожской области. Российские войска начали атаки со стороны села Марфополь, что позволило им закрепиться на отдельных позициях на востоке и в центре города Гуляйполе. Также активизировались бои в районе Дорожнянки. Этот участок принципиально важен близостью к поселку Залезничное, через который проходят последние дороги снабжения украинских сил в Гуляйполе. И в целом, от прошедшей недели у меня полное ощущение наступившей зимы. В том плане, что зимой ожидали замедления боевых действий. И вот, похоже, что оно. Плюс, когда я сейчас смотрю кадры боевых действий, бросается в глаза открытая, оголенная земля, не прикрытая листвой деревьев. Интересен был вопрос Купинска. Учитывая, что Минобороны России давным-давно заявила о его полном захвате, а тут в него приезжает Зеленский, любопытно было, что скажет Минобороны России на очередном заседании своей коллегии, и как прокомментирует это Путин в ходе своей прямой линии. В итоге министр обороны России Белоусов на коллегии вновь повторил, что Купинск полностью захвачен. А Путин на прямой линии попытался отшутиться. Мол, чего на пороге стоишь? Проходи. Намекая на то, что Зеленский снял свое видео на выезде из города. И это все при том, что даже Z-блогеры, такие как военкор Романов, рисуют окружение российских войск в Купинске. Еще Путин на прямой линии пообещал некие новые победы до конца года. Из того, что действительно могут захватить до конца года, я могу предположить Северск, Гуляйполе, еще Мирноград. И то это только если Сырский даст приказ отходить из Мирнограда. Важнейшая новость уходящей недели – это согласование механизма финансовой поддержки Украины на следующие 2 года. Это не репарационный кредит. Когда вы в последнем месяце слышали фразу «репарационный кредит», в нем подразумевалось обязательное изъятие, конфискация заблокированных российских средств. В итоге этот вариант согласовать не удалось, и пошли по альтернативному механизму. Европейский Совет возьмет деньги взаймы на сумму в 90 миллиардов евро и передаст их Украине. При этом займ будет обеспечен бюджетом самого Евросовета, а не российскими деньгами. В официальном заявлении говорится, что Европейский Совет оставляет за собой право использовать заблокированные российские средства для погашения основного кредита. Но это просто отговорка, означающая, что мы оставили решение этого вопроса на потом, когда придет время гасить кредит. Безусловно, конфискация арестованных средств не предусмотрена этим решением ЕС,
На Украину же возлагаются обязательства по возврату кредита только если она получит от России репарации. 90 миллиардов на 2 года, то есть, грубо говоря, по 45 миллиардов в год. Это и немного, и немало. Если брать прошлые года, на какую сумму помогали Украине европейские страны, то там как раз получалось по 40-50 миллиардов в год. Но до 2025 года к этому прибавлялось почти столько же еще и от Америки. В этом году США не дали ничего. Но Европе удалось компенсировать выпавшую помощь США. В следующем году США опять ничего не дают. По крайней мере, о таких планах не объявлялось. Недавно был принят оборонный бюджет, в котором на 2 следующих года заложено $800 миллионов на помощь Украине. Но тратить их или нет, решает Пентагон. Министр обороны США Пит Хексет вполне может не принимать решений о выделении помощи Украине. Хотя при этом Конгресс может запрашивать у него объяснение, почему эти средства не расходуются. В предыдущие года США основную помощь выделяли отдельными законами на многие миллиарды долларов. Отдельно существующий в бюджете Пентагона механизм поддержки Украины не исключает возможность принятия новых отдельных пакетов помощи на миллиарды долларов. Короче, какая-то финансовая подушка Украины на 2 года вперед теперь есть. Но все равно надо добирать, искать дополнительную помощь. Потому что в целом потребности Украины на 2 года оцениваются в 135 миллиардов евро. А пока согласовано только 2/3 этой суммы. Важно, что этим решением по кредиту Европа показала Путину, что Украина не останется без поддержки в ближайшее время. Поэтому у Украины нету причин идти сейчас на капитуляцию. А Путин рассчитывает явно на это, на то, что Европа тоже устанет поддерживать Украину и бросит ее. К слову о доборе помощи. Во вторник прошел очередной Рамштайн. Я, конечно, не про музыкальную группу, а про встречу союзников Украины, на которых принимается решение о выделении военной помощи. И такие страны, как Великобритания, Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия и другие объявили о выделении новых пакетов военной помощи, которые в основном сконцентрированы на системах противовоздушной обороны, беспилотниках, ракетах и артиллерийских снарядах. Чехия отдельно сообщила, что уже найдено финансирование на закупку в следующем году 760 тысяч артиллерийских снарядов для Украины по так называемой чешской инициативе, когда снаряды покупаются из наличия за пределами Евросоюза. Это тоже, в принципе, немало. Обычно, когда мы говорим о годовом производстве и потреблении артиллерийских снарядов основного калибра, чаще всего фигурирует цифра около 2 миллионов снарядов в год. И еще меня на днях на прямом эфире на нашем собственном YouTube-канале спрашивали, а чего там с танками? Так вот, вчера появилось сообщение, что Австралия как раз передала все обещанные Украине 49 танков «Абрамс». Так что в наступающий год Украина входит с пока недостаточным, но значительным объемом финансирования и поддержки. Палки в колеса от Венгрии смогли обойти, потому что российские активы не изымали. А жалобы отдельных европейских стран, что у нас и так нет денег, нам тяжело, тоже смогли обойти, потому что в решении по кредитам отдельно прописали, что финансово он не будет затрагивать Чехию, Венгрию и Словакию. С финансами более-менее разобрались. Теперь на повестке вопрос гарантии безопасности. И честно, здесь намного сложнее понять, на каком этапе, в какой стадии ситуация сейчас находится. Потому что все опирается в абсолютно непредсказуемого Трампа. Более того, я постоянно читаю западные издания, и вот прям видно, как разнятся у них выводы в зависимости от того, с источниками какой команды они поговорили. У меня есть полное ощущение, что если американский журналист поговорит с источниками, близкими к госсекретарю США Марко Рубио, то появится статья, что США согласны предоставить гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье Устава НАТО, что это очень важно и так далее. А вот если американский журналист поговорит с источником, близким к переговорщику США Уиткофу, или зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру, или министру обороны США Питу Хексету, то тогда выйдет статья в духе «Вам хватит и честного слова от Трампа и Путина». Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вроде бы как ЕС и США смогли договориться о гарантиях безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей. Но я бы предпочел это услышать непосредственно из уст президента США. Кстати, нужно понимать, что 5-я статья – это не обязательное участие войск всех членов НАТО в случае нападения на одного из них. 5-я статья подразумевает, что нападение на одного из нас приравнивается к нападению на всех. И из этого вытекает обязанность всех членов НАТО помочь в отражении нападения. А вот как именно помочь, это уже решает каждая страна сама. Кто-то может и войска отправить, а кто-то поможет логистикой или тылами. Но помочь только словами, в духе «сочувствую вам, вы держитесь», нельзя.
С началом российской кампании ударов по украинской энергетике делались предположения, что Россия попытается условно разрезать украинскую энергетику пополам, чтобы был продолжительный блэкаут в восточных регионах Украины. На этой неделе, как и в конце прошлой, больше всего достается Одесской области, которая на западе. И, возможно, это связано с началом нового этапа морских операций со стороны Украины. Я имею в виду прямые атаки на танкеры теневого флота и суда, занятые в перевозке оружия. Практически каждый день по Одесской области прилетают шахеды, а порой бьют и ракетами. В итоге, еще с конца прошлой недели есть продолжительные перебои в энергоснабжении, теплоснабжении и водообеспечении. И это длится уже несколько дней. Уже несколько дней в отдельных населенных пунктах сидят без света. Областная администрация даже объявила режим чрезвычайной ситуации. Плюс Россия бьет по мостам в западной части Одесской области, примыкающей к Румынии. Уже несколько раз за эти дни были нанесены удары по мостам в районе поселков Затока и Маяки. Фактически, тем самым западная часть Одесской области изолируется от основной части области, и попасть в нее по суше можно будет только через Молдову. Видимо, пытаются таким образом осложнить доставку каких-либо грузов со стороны Европы. Продолжается и даже расширяется украинская операция по ударам по суднам, связанным с Россией. Мы видели атаки безэкипажных катеров по теневым танкерам на Черном море. Видели атаку воздушных беспилотников по судам в Каспийском море. Эти суда были задействованы в перевозке оружия из Ирана в Россию. Был, на мой взгляд, сомнительный случай берегов Сенегала со взрывом непонятной природы на теневом танкере. Хотя, возможно, теперь он уже чуть менее сомнительный. Потому что вот вчера украинские издания со ссылкой на свои источники Службы безопасности Украины написали, что украинская спецслужба атаковала воздушными беспилотниками танкер теневого флота в Средиземном море. И есть прям видео атаки. Так что тут на непонятную природу взрыва уже не сошлешься. Но самая громкая атака произошла в понедельник, когда беспилотник СБУ атаковал российскую подлодку класса «Варшавянка», стоящую в порту Новороссийска. Был применен беспилотник нового типа. Он называется SAP Sea Baby. У СБУ есть свои безэкипажные катера, которые называются Sea Baby, то есть «Морской малыш». Эдакая отсылка к фамилии главы СБУ Василия Малюка. А вот теперь появился SAP Sea Baby. SAP Sea, потому что подводный. Камеры наблюдения в порту Новороссийска запечатлели момент атаки. И действительно, непосредственно перед взрывом никакого беспилотника на поверхности воды не видно. Хотя стоит признать, что и качество видео так себе. Затем мы видим большой взрыв в районе одной из подлодок, стоящих у причала. Каких-то технических подробностей по новому беспилотнику пока не опубликовано. Я предполагаю, что по своей компоновочной схеме он аналогичен другому концепту украинского беспилотника, который был представлен 2 года назад под названием «Толока». Это не подводный, а погружной тип беспилотника. Разница в том, что погружной беспилотник идет на небольшой глубине, потому что у него есть мачта, верхняя часть которой всегда идет над поверхностью воды. Это необходимо, поскольку в ней находятся средства связи и геопозиционирования, которые под водой работать не будут. Создать по-настоящему подводный беспилотник крайне сложно, потому что практически невозможно обеспечить связь с ним. И стоит большая проблема позиционирования пространства. Есть спутниковые снимки гавани порта, сняты уже после атаки. До атаки там стояло 3 подлодки. 2 из них после атаки сразу же ушли. А вот та, которая была целью атаки, осталась стоять на месте. Минобороны России поспешила заявить, что подлодка в целости и сохранности, она не задета. И даже показали видео. Вот только проблема в том, что на видео мы же видим только ту часть подлодки, которая над водой, а взрыв был под водой. Ну и тот факт, что эта подлодка осталась стоять на месте, в отличие от 2 других, наводит на определенные мысли. То ли она все-таки повреждена, то ли сама Минобороны пока не знает точно, насколько цела подлодка, и специально оставила ее на месте, чтобы провести обследование корпуса под водой. Сам взрыв произошел в районе хвостовой части подлодки, там, где расположен гребной винт. Повторюсь, был ли он задет, мы не знаем. Некоторые предполагают, что СБУшный беспилотник промахнулся и больше повредил сам причал, нежели подлодку. Эта подлодка является носителем крылатых ракет «Калибр», которые активно используются в этой войне. Ими часто бьют по городам Украины. Ранее Россия уже теряла в этой войне подлодку такого же класса. Это была подлодка «Ростов-на-Дону», которая стояла в сухом доке в Севастополе. По ней был нанесен удар ракетами Storm Shadow в 2023 году. Забавно, что отремонтировать сейчас подлодку из Новороссийска можно как раз-таки только в этом самом сухом доке в Севастополе, чего явно не будут делать, опасаясь дополнительных атак. Такие вот интересные новости были на этой неделе. Увидимся с вами в следующие выходные. Пока.